И я приветствую вас, представители знака зодиака Стрелец. Таро расклад. Знаки судьбы. События до конца марта. Как меняется ваша реальность? Давайте узнаем подсказки карт, что же случится в последние дни марта. У нас еще достаточно немалый период предстоит прожить до конца марта. И астрологически он может быть связан, с одной стороны, с ретроградностью Венеры. И где-то эти энергии пробудут еще до середины апреля, как минимум, потому что мы сейчас с вами вообще проживаем период большой, можно сказать, ретроградности, которая началась с конца 2024 года. И всегда ретро – это некоторый возврат. И есть, значит, те дела, события, которые мы должны додумать или, может быть, подставить последний аккорд какой-то заключительный, проиграть его, разобраться с каким-то делом. Или также по ретро-Венере к нам могут возвращаться люди. И это для чего-то нужно. Это нужно нам, возможно, это нужно и людям. Это может быть просто как в личной жизни тот человек, который выпал из поля нашего зрения, нам напишет или объявится, или мы кого-то можем возвращать. Но это могут быть вопросы также и по работе. Когда по работе руководитель, к примеру, а ведь тысячи могут быть вариантов, так вот руководитель, к примеру, вспомнит о вас как о хорошем сотруднике и что-то может предложить. В той или иной степени, мои дорогие стрельцы, это проиграется, пусть даже в каком-то малом варианте, но у каждого из нас. Жизнь не бывает полностью предсказуема, помним это. И, конечно, останемся реалистами, любой прогноз-расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но, надеюсь, проведем с вами приятное время, какие-то подсказки вы получите. Итак, давайте узнаем, что же случится скоро и произойдет, что скоро будет меняться или в какой сфере жизни произойдут эти перемены. Возможно, правда какая-то неожиданно откроется, словом, куда заведет судьба. Знаки судьбы как подсказки. Что вам нужно знать или что важно услышать как подсказки высших сил. И первая карта, что скоро будет, и с учетом ретро-Венеры. Что вы, возможно, вычеркнули из своей жизни, а оно к вам вернется. В чем вы думали, что поставили точку, мои дорогие стрельцы, а оказалось многоточие или запятая? Что прояснится, какая правда откроется. Возможно, это будет внутренний инсайт. Когда вы окончательно поймете какое-то событие, оно перед вами может тоже открыться. Мы имели предыдущее мнение, оно было совершенно противоположное. А здесь какое-то дело дополнится информацией, и вы будете смотреть словно другими глазами. И 3 карты мы с вами достанем как 3 знака судьбы. Первый или подсказка высших сил. С чем это может быть связано? Или какая сфера жизни? Знаки судьбы. Итак, что же скоро будет? Перезагрузка, мои дорогие, старший аркан, нулевой. И по этой карте, с одной стороны, прекрасное настроение, с другой стороны, мы уже хотим что-то осуществить. Наверное, сам Уран, который находится в знаке зодиака Телец, и он был до недавнего времени, долгий период достаточно в ретро-движении тоже. Но вот теперь, до конца марта, это прямое движение. И тут наши какие-то предположения, они действительно проясняются. Или мы могли интуитивно чувствовать, что нужно поступать как-то по-другому. Или нужно принимать окончательное решение и действовать тоже в каком-то новом ключе. Может быть, в отношении конкретного человека. Но это мы думали прежде. Мы на что-то не могли решиться. Или, может быть, мы ожидали, что все вернется на круги своя. Вот теперь абсолютно точное понимание. Ждать нечего. Мы теряем время. Но эта перезагрузка для нас во благо. Почему? А потому что уже больше такой более оптимистической энергии. Мы, с одной стороны, можем понимать, что нужно надеяться на самого себя, но с другой стороны, нулевой аркан всегда нам дает какую-то возможность, как самореализации, например, или осуществить куда-либо переезд, и не случайно. Кстати, в этой колоде, это у нас сегодня Таро снов, которую прорисовал Чиро Маркетти. И тут сон как интуиция. Так вот, этот нулевой аркан очень похож даже визуально на 21-й последний аркан мир. То есть это мы начинаем какое-то дело или планируем что-то, планируем изменить свою жизнь. И пусть мы пока еще не знаем, какие шаги
мы впоследствии предпримем, или как мы будем действовать, но шаг за шагом мы идем к своей мечте, к реализации собственного проекта. И как раз этот аркан говорит, что сил у вас достаточно. Иными словами, в правом верхнем углу у нас буква иврита алеф, что означает бык. Но это где-то энергию пытался, видимо, Чиро Маркетти передать по этой карте. И невозможное возможно. Вот такое начало у вас может быть, мои дорогие стрельцы, когда, правда, здесь и новость какая-то может прийти. Или альтернативное предложение. Карта сама говорит: никогда не говори никогда. То есть есть, видимо, в нашей жизни то, что мы не можем, с одной стороны, просчитать. И было бы неправильно сказать: а нет, вот этого не может быть, опять же, потому что не может быть никогда. Все же карта говорит о том, что где-то, знаете, допустить то, что мы можем ошибаться. Наверное, это как основа всего. Потому что мы люди. И совершили мы 1000 ошибок. Ну и что? Еще 1001 совершим. Это точно. Ведь есть такое значение дурачиться, мои дорогие. И, кстати, Чиро Маркетти хотел это передать. Не воспринимай что-то всерьез. Это тебе дает как и оптимизм, так и, может быть, более рационально увидеть, как меняется мир. Потому что если мы находимся в догме какой-то, мы ведь не видим новых возможностей. И карта приглашает вас быть катализатором перемен. Сами по себе перемены освещает эта карта. Поэтому, мои дорогие, какой-то путь вам еще предстоит. Но перемены мы эти не можем отменить. И старший аркан всегда говорит, что есть взаимосвязь с внешними событиями. Внешние события могут выражаться как угодно. Это и на каком-то общемировом масштабе, или мироуклад, миропорядок. Но это еще и может быть как контакты с конкретным человеком, и здесь может быть такая ситуация. Человек меняет мнение, и вам о чем-то рассказывает, или у вас есть какой-то разговор, и может быть конкретная персона тоже оказывает влияние на вас, но все равно это как будто внешне. Идем с вами дальше. И второй у нас вопрос, вторая карта. В чем вы думали, что поставили точку, а оказалось многоточие или запятая? Что нужно продолжать? А вот карта говорит: да нет, тут действительно какая-то перезагрузка. Закрываем дверь в прошлое. Ну, как-то так однозначно. Нулевой аркан вас сразу, мои дорогие стрельцы, ориентирует на что-то другое. И у нас по десятке мечей очень интересная получается конфигурация. Солнце в близнецах. Все же солнце. О чем нам говорят? Работа с информацией в первую очередь. И мы с вами находимся до конца марта в ретроградном Меркурии. Это как планета-управитель близнецов, поэтому некоторые вопросы сами по себе могут притормаживаться. Мы можем дольше обычного ожидать каких-то согласований, документов, но, видимо, может быть и сам период подведения итогов, нам ведь об этом говорят. Значит, для вас, мои дорогие стрельцы, вот это солнце, оно должно быть продолжено, но в другом контексте. Но есть все же те вопросы, когда вы должны навести буквально порядок в своей жизни, что-то расставив по местам, или как расставить точки над «и». Перезагрузка действительно полностью, полная какая-то трансформация у вас может проходить, и здесь будут на вас оказывать влияние информация, потому что мы говорим близнецы, или ваш планируемый переезд, все то, что связано где-то с Меркурием, какие-то счастливые перемены, исполнение желаний. Вы сами по нулевому аркану хотите и изменить свою жизнь, изменить в сторону счастья. Вот такие побудительные мотивы вами движут, чтобы вы все где-то и подвели как демаркационную линию над прошлым, и потом в последующем могли уже не оглядываться назад, чтобы вас ничто из прошлого не тянуло назад. Действительно, порядок в своей собственной жизни. Что же откроется, какая правда, какая информация или что прояснится? Еще один старший аркан. Безусловно, 15-й старший аркан – это у нас всегда зависимость. И здесь зависимости самые разные. Ну, понятно, есть и привычка в плане конкретного человека, а это еще и могут быть наши табу, шаблоны, или мы, себе, опять же, когда-то сказали, что вот будет именно так. Или я придерживаюсь вот такой политики собственной, внутренней,
И я так живу, и я не хочу, чтобы тут что-то у меня менялось. Но все равно, так или иначе, по этому аркану, поскольку он старший, внешние события на нас оказывают влияние. И мы, в конце концов, понимаем, что мы действительно словно были в западне, к примеру. Или мы были в зависимой ситуации от конкретного человека. Может быть, вот эта клетка, которая, кстати, открыта. Человек сидит, ничто не мешает ему выйти, но он как будто сам себя охватил руками, удерживает. Хотя, видимо, где-то есть желание что-то завершить. И мы находимся во власти предубеждений, безусловно, в первую очередь. Поэтому для вас не согласиться на какую-то двойственную ситуацию или, может быть, увидеть ваши отношения. Иногда это карта страсти. Страсть – это тоже зависимость. Мы не управляем собой, нами уже скорее управляют. И поэтому какая правда откроется? Вот правда какая-то по части, когда вы, допустим, совершенно искренне могли участвовать в каком-то деле, а тут вы поймете, что... А нет, это я был, где-то пленником собственных предубеждений. Или я был или была, надеялась на то, что это, для меня какое-то благо. А тут мы понимаем, что да нет, это не благо, это какие-то барьеры сплошные. Мы явно к чему-то привыкли, потому что это по аркану дьявол, это примитивная, дикая энергия внутри нас. Это где-то как и скрытые наши желания, надежды, что немаловажно, и часто это пустые надежды проигрываются. И есть еще и элемент агрессии. Опять же, зависимость, одержимость, может быть и гнев. Может быть, по части некоторых событий и у вас будут до конца марта вот такие энергии, когда хочется с чем-то разобраться. Мы иногда по этой карте сами или сталкиваемся с такими людьми, которые притворяются беспомощными, мои дорогие, и тем самым пытаются вызвать жалость и нас куда-то втянуть, совсем не в ту сторону, куда нам нужно. И у них получается нами даже на жалости манипулировать, и в итоге мы соглашаемся с какой-то ерундой, и мы наговорим из лучших побуждений, а по факту для нас никаких плюсов это не приносит. Это мы подавляем в себе жизненную энергию и невольно соглашаемся на какое-то чужое манипулирование. Безусловно, по этой карте идет материализм, поэтому у кого-то до конца марта банально может проиграться. И, кстати, 15-й старший аркан, что он нам дает со знаком плюс? Ведь, по сути, это наша благополучие, по крайней мере, где-то об этом говорит карта. Материализм – это деньги. И здесь как получение денег большой суммы. Но я всегда говорю, легкие деньги опасны. Поэтому никаких, вот мне иногда пишут, и частенько пишут, не обязательно ваш знак зодиака, это со всеми связано. Кто-то играет в лото, кто-то там играет в какие-то азартные игры. И я всегда повторяю, легкие деньги опасны. На весь период прохождения Плутона в Водолее это и еще 20 лет вперед, потому что мы можем все проиграть. Мы можем думать, что мы контролируем, помните. Для вас вот именно надо контролировать. А по 15-му аркану или азартная игра, она никогда не бывает контролируема. Но те деньги, мои дорогие стрельцы, которые вы долгое время ожидали, вы можете получить в конце марта. Может быть, это то, что вы заработали как какой-то гонорар, но застряли по разным причинам. Деньги тут, как раз когда выпадает 15-й старший аркан, деньги, крупная сумма, но нами заработанная, все-таки нам 15-й аркан помогает вернуть. И второй позитивный момент, у нас достаточно жизненной энергии. Мы с вами об этом говорили даже по нулевому аркану. Но обе эти карты говорят о том, что жизненная сила – нам иногда кажется, что я сейчас горы сверну. Мои дорогие стрельцы, оставьте горы на месте. У вас настолько должны быть выверенные действия и постоянная аналитика информации, чтобы где-то не соскользнуть на эмоции. И тогда они нас могут увести совсем не в том направлении, куда мы собирались попасть, кстати. И почему? Управляют по 15-му аркану, опять же, эмоциями. Поэтому где-то есть... взаимосвязь даже с нулевым арканом 15-го аркана. Поэтому, если мы говорим позитивной энергии дурачиться, да,
Тогда у нас, ну, меньше предубеждений, мы к чему-то относимся более легко, мы быстрее избавляемся даже от каких-то табу. Но, с другой стороны, мы не должны что-то переиграть. И нам может показаться, что это наша игра, но оба старших аркана вам говорят, какая-то игра чужая может для вас перерасти в опасность, а вы этого не заметите. Поэтому любые формы зависимости, ну, как-то нужно пересмотреть. И ведь трудоголики есть, правда? Будем говорить. И вы ведь достаточно выносливые люди, и я знаю, что вы очень хорошие сотрудники, вы очень работоспособные люди. Поэтому, мои дорогие стрельцы, и тут какие-то ваши или ваш адрес комплименты, или, к примеру, нам ведь это приятно всегда слышать, или то, что у тебя получается, ты лучше всех, где-то усыпляет нашу бдительность. И вот мы уже сами не заметили, как мы пашем буквально и не замечаем, что, по сути дела, да, какой-то эквивалент мы получим, однако все основные бонусы достанутся кому-то другому. Вот продумайте эти тонкие нюансы, потому что отказаться все-таки нам говорит карта, или что-то пересмотреть, передумать, не действовать как минимум, как вы действовали прежде. Знаки судьбы, в чем это может выражаться? Очень интересный период, смотрите, еще старший аркан 1, и карта называется Вера, вообще это карта Иерофанта. И для вас, мои дорогие стрельцы, здесь нужно поступать по закону, поэтому даже если есть какая-то игра, не переиграть в плане собой не рисковать. Или где-то то, что вы намереваетесь сделать, оно должно согласовываться с законом. И если вы чего-то не знаете, то по аркану Иерофант или Вера мы должны что-то явно изучить. И сделать это очень хорошо. Не случайно у нас здесь показан знак зодиака Телец, поэтому это где-то как раз ретро-Венера в знаке зодиака Телец, который у нас находится до 13 апреля. И все вопросы благополучия, любви и денег. У меня есть отдельное видео на канале, правда на другом канале Астроэспирационе, но для кого это актуально, вы можете перейти на другой канал и посмотреть по своему знаку зодиака, каким образом эта конфигурация проигрывается. Поэтому для вас вопросы жилища, вопросы увеличения собственного дохода или, может быть, изучения. Все же у нас Иерофант всегда учитель. Вы можете построить карьеру, особенно хорошо для тех, кто принадлежит к преподавательскому составу. Но есть еще и такой момент, когда мы можем пересмотреть вообще для себя какие-то очень основополагающие постулаты. Мы думали, что система строится определенным образом, а здесь, вы понимаете, правда, меняются законы. Ну, может быть, в сыром виде закон не меняется, но меняется как положение, дополнение, что, по сути дела, иногда меняет в конечном итоге и сам закон. Но уже какая-то вариабельность идет. Может быть, по этой карте вам карты где-то даже дают совет о том, что, да, глубоко верить во что-то, это прекрасно, но нужно еще и найти в чем-то смысл. То есть вера, она должна основываться не просто на каком-то табу или шаблоне, а все должно быть осмысленно. И вот этот старший аркан нам как раз об этом и напоминает, потому что соответствует еще букве иврита далет или где-то императрица. Вот такие энергии, не случайно и Телец, и Венера, и где-то подсказка императрица. И императрица – это символ нового «я». Это символ, опять же, благополучия, любви и денег где-то. Не без этого, мои дорогие. Поэтому есть какая-то реальность. Вы не должны замечтаться максимально, свои намерения и цели где-то переложить с согласием законов. И где-то этика и мораль проходят. Но и есть структура. Мы не нарушаем, как я уже говорила, законов. И мы не нарушаем, может быть, даже менталитета той страны, в которой вы присутствуете. И есть еще какая-то тема для изучения. А для кого-то из вас карта будет говорить конкретно. Ты задумал, стрелец, какое-то новое дело или продолжение отношений. У тебя это должно быть переложено тоже на контекст закона. Или, может быть, оформление важных бумаг. Поэтому, если мы по работе, вам кто-то что-то обещает. Одно дело слова,
А другое дело, насколько человек готов это прописать на бумаге, конкретный контракт, с прописью конкретных сумм, которые он вам обязуется выплачивать. Или какие-то отношения, которые, может быть, длятся длительное время. Ну, может быть, и не очень длительное, тут у каждого по-своему. Но есть смысл в чем-то разобраться. Опять же, мы про смысл говорим. Так вот, готов ли этот человек с вами оформить отношения? Насколько люди готовы то, что вам обещают, изложить буквально в реальной жизни? Вот от этого где-то будет зависеть смысл и подсказка судьбы. Вторая подсказка высших сил. Мои дорогие стрельцы, ваш путь к изобилию, процветанию и ваша планета Юпитер в правом верхнем углу у нас знак рыбы, это тоже символ благополучия. Все то, что я говорила, это где-то и путешествие, и для кого-то, может быть, из вас стоит вопрос о переезде, смене места жительства, это все может проигрываться. И в левом верхнем углу знак Юпитера. Поэтому это ваши какие-то устремления, это то, что лично вам важно, что вы хотите осуществить, но все-таки, посмотрите, какая красивая карта, и нам о счастье говорят, о том, что вы должны быть довольны. О финансовой стороне вопроса не случайно виноград – это само собой благополучие, изобилие, процветание как символ, символ достатка. Вот, значит, я могу предположить, деньги вы можете получить какие-то в этот период, или вы будете стремиться как раз найти ту стратегию, тактику, которая вас приведет к новым возможностям заработков, может быть, вторичный доход, я такое тоже могу предположить. Но обратите внимание, знаки судьбы – перезагрузка, поэтому, может быть, нам карты и говорят: не оглядывайся назад, тебе только вперед. Поэтому все то, что вы изучаете, все то, что вы оформляете, вы должны, мои дорогие, для себя самих видеть на пару шагов вперед. А нужно ли мне этим заниматься? А будет ли вот это счастье, благополучие, изобилие, процветание? Я бы сказала, не тратить впустую время, даже если вам где-то приятно от этого на душе, но бонусы получает другой, как по аркану дьявол. Нельзя быть зависимым от собственных предубеждений или, может быть, от конкретных ситуаций или от конкретных людей. Знаки судьбы или подсказки высших сил. Ну что тут скажешь? Тут действительно солнце, как я уже говорила, в близнецах. И вот эта десятка мечей, хоть мы и часто воспринимаем: ой, мечи мне выпали, иногда мне пишут. Ну так и что, мечи выпали? Как передать ту энергию, когда мы действительно становимся реалистами и понимаем, что нет, вот есть вещи какие-то или события, мы хотим это завершить и больше этим не заниматься. И вот как раз это символизирует, потому что Солнце – жизненная активность, с которой у вас будет полный порядок. До конца марта она должна быть переложена в какие-то новые свершения, мои дорогие, в ваше собственное личное счастье. Это по аркану Солнца мы, скорее всего, вы с чем-то можете, к примеру, определяться. А в последующем вы будете это продолжать в течение, ну, как минимум, полугода или 8 месяцев. Это выбор правильного направления. И я могу сказать, что все то, что я говорила долго достаточно, скорее всего, это и будет проигрываться или что-то подобное, как энергии, вы можете ощущать, и это будет как подсказка судьбы. Вот эта внутренняя какая-то реорганизация, она должна быть продолжена. Я это вижу как минимум именно так. Возможно, карты вам подсказывают еще и о том, что что-то очень доброе пытается войти в вашу жизнь. Как высшие силы, мои дорогие стрельцы, вам помогают, потому что у вас очень много старших арканов. И обратите внимание, из младших арканов только 2. И 2, причем, когда мы в прошлое закрываем дверь, а куда мы открываем? А вот, пожалуйста, это как знак высших сил или как знаки судьбы. Поэтому подумайте, тут не совсем жить одним моментом. Здесь, как я уже сказала, видеть на пару шагов вперед. Откройте для себя ваше солнце. Позвольте себе, мои дорогие, быть счастливыми. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.